Принято считать, что Ближний Восток — это всего лишь бесконечные залежи нефти и однообразные песчаные просторы, уходящие за горизонт. Однако подобное представление является грубым упрощением, которое не отражает реальной картины. Прямо сейчас мы отправимся в страну, где сама география будто противоречит привычной логике и заставляет по-новому взглянуть на устройство мира. Иран скрывает внутри себя такие явления, в которые отказываются верить даже специалисты с многолетним опытом. Сегодня нам предстоит опуститься к скрытому океану энергии, пройтись по берегам, где землю можно буквально есть, и обнаружить ресурс, который в эту самую секунду обеспечивает работу экрана перед вами. Все эти открытия способны кардинально изменить представление о том, как устроена наша планета. В 1990 году буровая команда работала в акватории Персидского залива. Жара стояла настолько сильная, что металлические поверхности нагревались до состояния, при котором они обжигали даже через плотную подошву ботинок. Огромный стальной бур медленно погружался на глубину около 3 километров под морское дно, пока внезапно приборы не начали фиксировать аномальные значения. Давление в скважине резко выросло до критических показателей, а многотонная буровая колонна словно провалилась в пустоту. Вода вокруг платформы начала бурлить, и инженеры приготовились к худшему сценарию, ожидая выброса нефти. Однако вместо этого на поверхность не поднялось ни капли. Оказалось, что они случайно вскрыли Южный Парс, одно из крупнейших газовых месторождений на планете, размеры которого превосходят площади многих европейских стран. Это был настоящий невидимый океан энергии, запертый под толщей пород. Новость мгновенно разлетелась по миру, породив волну слухов и самых невероятных версий. Одни утверждали, что бурильщики пробили оболочку полой Земли, а выходящий газ — это дыхание подземного мира. Другие были уверены, что внутри планеты существует бесконечный химический процесс, создающий топливо из магмы. Но реальность оказалась не менее впечатляющей и куда более научной. Этот океан — результат гигантского скопления древней органики. Миллионы лет назад здесь существовало теплое мелководное море, насыщенное микроорганизмами. После гибели они оседали на дно, а затем тектонические процессы утащили эти слои глубоко под землю. Там, в полной темноте, под колоссальным давлением и при температурах, сравнимых с условиями вулканических недр, органическое вещество постепенно преобразовалось в метан. Сверху образовался плотный соляной купол, который надежно удерживает этот газ, не давая ему вырваться наружу. Это, конечно, не вечный источник энергии, но его запасов достаточно, чтобы обеспечивать целые регионы на протяжении десятилетий. Пока инженеры продолжают осваивать этот ресурс под водой, на суше нас ждет не менее удивительная история. Местные фермеры добывают из, казалось бы, бесплодной земли продукт, который на мировом рынке стоит дороже золота. На востоке Ирана находятся территории, где летом почти невозможно выжить из-за жары и засухи. Однако глубокой осенью здесь происходит настоящее чудо. Еще до рассвета, около 4 часов утра, тысячи людей выходят на поля с фонарями, чтобы успеть собрать урожай до того, как появится солнце. Дело в том, что первые лучи могут повредить нежные цветы. Люди вручную, с предельной осторожностью, извлекают из каждого цветка крокуса 3 тончайшие красные нити. Это и есть шафран. Одно неосторожное движение может уничтожить хрупкую структуру и лишить семью заработка на целый год. Чтобы получить всего 1 килограмм этой специи, необходимо перебрать около 200 тысяч цветков. Представьте себе огромные поля, которые нужно пройти на корточках, аккуратно извлекая каждую нить. Секрет шафрана заключается в веществе под названием крацин. Оно обладает настолько мощной окрашивающей способностью, что даже небольшого количества достаточно, чтобы изменить цвет большого объема воды. Но для того, чтобы эти растения могли существовать,
Им необходима вода, и она скрыта там, где ее никто не видит. На глубине примерно 30 метров под землей протекают подземные потоки, питающие жизнь на поверхности. В самом центре пустыни, Дэште-Кевир, где температура может превышать 50 градусов, исследователи обнаруживают узкие вертикальные колодцы. Если начать спуск вниз, то уже через несколько метров окружающая среда резко меняется. Жара сменяется холодом, свет исчезает, и в полной темноте становится слышен мощный гул воды. На глубине открывается бурный поток кристально чистой пресной воды, скрытый от палящего солнца. Именно такие системы, известные как каризы или канаты, на протяжении тысячелетий спасали целые города от гибели. Древние инженеры понимали, что вода на поверхности быстро испарится, поэтому приняли решение спрятать ее под землей. Эти тоннели строились с поразительной точностью, ведь малейшее отклонение в наклоне могло либо разрушить своды, либо остановить движение воды. Работы велись в крайне опасных условиях, а мастера ориентировались только на звук воды и простейшие инструменты. Вертикальные шахты служили одновременно вентиляцией и способом удаления грунта. Масштабы этих сооружений поражают воображение и до сих пор вызывают уважение к инженерным навыкам древних людей. Если же отправиться на юг страны, можно увидеть еще одно удивительное явление. В водах Персидского залива расположен остров Ормус, который выглядит так, словно его перенесли с другой планеты. Его берега окрашены в насыщенный красный цвет, а волны выносят на берег густую пену, напоминающую краску. Песок под ногами имеет ярко-красный оттенок и легко окрашивает все вокруг. Самое неожиданное заключается в том, что местные жители собирают эту землю и используют ее в пищу, добавляя в традиционные блюда. Несмотря на пугающий внешний вид, это явление абсолютно безопасно. Красный цвет обусловлен высоким содержанием гематита, оксида железа. В небольших количествах он даже может быть полезен для организма. Происхождение острова связано с геологическим процессом, известным как соляной диапир. Под огромным давлением пластичные массы соли начинают подниматься вверх, выталкивая на поверхность различные минералы. Именно так сформировался этот необычный ландшафт. Если же переместиться на север, в район древнего Нишапура, можно оказаться в шахтах, где добывают одну из лучших бирюз в мире. В условиях пыли, темноты и постоянной опасности шахтеры извлекают камни насыщенного синего цвета. Этот цвет обусловлен присутствием меди, а примеси других элементов добавляют дополнительные оттенки. Минерал формировался миллионы лет в результате сложных геохимических процессов, происходящих в вулканических породах. Благодаря своей плотной структуре он сохраняет цвет значительно лучше, чем аналоги из других регионов. Однако и это еще не все. Совсем недавно было объявлено о находке крупного месторождения лития в западной части страны. Этот легкий металл играет ключевую роль в современной энергетике, поскольку используется в аккумуляторах для электроники и электромобилей. По предварительным оценкам, запасы достигают миллионов тонн. Несмотря на споры вокруг этих данных, сам факт наличия ресурса подтвержден исследованиями. Такие залежи формируются в древних соленых озерах, где вода испаряется, оставляя концентрированные минералы. Таким образом, Иран наглядно демонстрирует, насколько сложной и многогранной может быть геология одной страны. Здесь соседствуют подземные океаны газа, редчайшие сельскохозяйственные культуры, древние инженерные системы, съедобные минералы, драгоценные камни и стратегические ресурсы будущего. Все это заставляет задуматься о том, что самые удивительные открытия находятся не где-то в глубинах космоса, а прямо под нашими ногами, скрытые в недрах Земли и ожидающие своего открытия.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.